Не прошло и суток после освобождения из-под ареста Максима Галкина и миллиардера Михаила Прохорова, как Алла Борисовна сделала скандальное и неожиданное заявление на израильском телевидении. После смерти израильского бизнесмена и топ-модели Арака Майяма Алла Пугачева ни разу не давала интервью и не высказывалась по поводу его смерти. А ведь изначально существовала версия, что Арак Майям – это поклонник Аллы Пугачевой, и у них даже был кратковременный роман. Однако, вероятно, постоянные нападки на мужа Пугачевой Максима Галкина и обвинение его в смерти Арака Майяма заставили Аллу Пугачеву сделать столь неожиданное признание. 1,5 месяца назад в Израиле был объявлен колоссальный траур. Трагически ушел из жизни в волнах Средиземного моря врач, бизнесмен, топ-модель и, кстати, чемпион мира по плаванию Арак Майям. Версий о смерти Арака Майяма было много, однако российский пародист Максим Галкин, который проводил с израильтянином последние часы в жизни, был долгое время основным виновником преступления. Однако Алла Борисовна в интервью в большей или меньшей степени раскрыла подноготную этой истории. По словам Аллы Пугачевой, она сама косвенно виновна в смерти Арака Майяма. Арак звонил мне почти 2 недели перед своей трагической смертью и просил совета в личной жизни, рассказывает Алла Борисовна. Пугачева не скрывает, что Арака Майяма и Максима Галкина связывали более чем дружеские отношения. Однако Пугачева утверждает, что Максим Галкин абсолютно не виновен в смерти Арака Майяма. По словам Аллы Борисовны, израильтянин сделал свой трагический выбор еще за несколько дней до смерти. У Арака была сильнейшая депрессия, вызванная постоянным приемом психотропных веществ. Он просто искал близкого человека, который мог бы ему помочь и вытащить его из трудной ситуации, говорит Алла Борисовна. Он постоянно искал со мной встречи и приходил к нам в дом. Однако я несерьезно относилась к его словам. Многих журналистов волновал вопрос, а был ли Арак Майям действительно влюблен в Аллу Пугачеву. Алла Пугачева ответила, что ее знакомство с Араком Майямом произошло еще в далекие 90-е годы прошлого столетия, когда она приезжала в Израиль с сольным концертом. Я до сих пор помню эти большие восторженные голубые глаза маленького 6-летнего мальчика. Отец Арака Майяма послал мальчугана вручить мне цветы. Нет, влюбленности, конечно, не было. Был просто образ русской певицы, который пронес Арак Майям через всю свою жизнь, констатировала Алла Пугачева. Однако от слов Аллы Пугачевой, вероятно, мало что изменится. Уголовное дело закрыто, а израильтянин Арак Майям навсегда исчез в волнах Средиземного моря. Увы, трагедия не приходит одна, и буквально несколько дней назад от сердечного приступа скончался и отец Арака Майяма, не переживший смерть сына.